Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал о жизни в Германии. Вы думаете, Германия это цифровой рай? Перед глазами сразу встают современные города, высокие технологии, инновационные стартапы и работы на заводах. Но реальность повседневной жизни удивляет. Несмотря на все достижения, бумажные документы по-прежнему играют ключевую роль в стране. Представьте, вы пришли в офис, чтобы оформить простой запрос, и вместо того, чтобы отправить электронное письмо или заполнить форму онлайн, вас просят распечатать 3 экземпляра заявления, подписать их ручкой, заверить печатью и лично принести в ведомство. Это кажется противоречащим здравому смыслу, особенно в стране, которую мы привыкли видеть как технологически развитую. Почему так происходит? Корни уходят глубоко в культуру, в привычку к точности, к проверке документов, к ответственности за бумажный след. Для немцев бумага – это символ надежности. Электронная форма, даже самая защищенная, никогда не сможет полностью заменить привычный физически ощутимый документ. В этом видео мы посмотрим на цифровое неравенство Германии через призму повседневной жизни. Почему ведущая экономика Европы до сих пор так зависима от бумажных процессов, какие удивительные последствия это имеет для жителей и гостей страны, и что значит для каждого, кто сталкивается с бюрократией. И хотя кажется, что это простое неудобство, на самом деле за ним скрывается целая система ценностей и традиций. Германия не спешит отказываться от проверенных методов, даже если мир вокруг стремительно цифровизуется. Чтобы понять, почему в Германии бумажные документы продолжают доминировать, нужно заглянуть глубже в культуру, историю и саму психологию немецкого общества. Здесь все не так просто, как кажется. Первое, что стоит учитывать, это феноменальное доверие к бумаге. Для многих немцев документ – это не просто лист, это подтвержденное осязаемое доказательство, которое можно подержать в руках, положить в папку, пересмотреть через год и быть уверенным, оно никуда не исчезнет, как иногда исчезают электронные письма или файлы. Бумага – это своеобразный символ стабильности, порядка и безопасности. Немецкая бюрократия формировалась десятилетиями еще задолго до появления цифровых технологий. Вся система была выстроена так, чтобы бумажный след фиксировал каждое действие. И люди к этому настолько привыкли, что переход на онлайн-варианты вызывает не просто сопротивление, а внутренний протест. Есть и другой аспект, юридический. Немецкое право традиционно уделяет огромное внимание подписи, печати, подтвержденности документов. Сотни законов до сих пор предполагают бумажный формат. Даже там, где цифровизация уже давно возможна, законы просто не успели адаптироваться к новому времени. Кроме того, важную роль играет страх ошибок. Немцы очень осторожны и предпочитают перестраховаться. Если электронная система зависнет, сломается или даст сбой, ответственность ложится на человека. Бумага же кажется надежной. Ее можно перепроверить, приложить, подшить и продублировать. И, наконец, все упирается в привычку. В Германии существует целая культура порядка. У каждой семьи есть папки, разделы, архивы, аккуратные стопки документов, хранящиеся годами. Это норма и это часть жизни. Это не меняется быстро. Таким образом, зависимость Германии от бумаги – это не просто техническая проблема, это культурное явление. Оно формировалось поколениями и также медленно будет уходить. Когда вы впервые приезжаете в Германию, особенно если привыкли к цифровым услугам в других странах, ощущение такое, будто вы попали в параллельную вселенную. Мир вокруг современный, технологичный, но стоит вам попытаться оформить что-то важное, или вы внезапно окажетесь среди тонких папок, или вы окажетесь среди бесконечных писем и обязательных бумажных подтверждений.
Каждый, кто сталкивался с немецкими ведомствами, замечает одно и то же. Чем проще задача, тем больше бумаг понадобится. Подтвердить адрес, бумага, оформить заявку, 2 экземпляра, получить термин, придет письмо. Даже если вы отправили имейл, с большой вероятностью в ответ придет бумажное письмо. Это может удивлять, раздражать или даже шокировать, но для многих жителей Германии это настолько естественно, что они этого даже не замечают. Бумага становится частью ежедневной рутины, такой же привычной, как поход в магазин или утренний кофе. Для мигрантов все усложняется вдвойне, каждый документ нужно не только получить, но и понять. И если в других странах достаточно цифрового кода или QR-кода, в Германии нужно ждать письма неделями, хранить все в папке и следить, чтобы ничего не потерялось. Потому что если вы потеряли бумагу, часто приходится начинать процесс заново. Ситуацию усугубляет то, что не все ведомства цифровизированы одинаково. В одном городе вы можете подать заявление онлайн, а в соседнем вам скажут приносить документы лично. И это не хаос, это просто немецкий порядок, который строится по своим очень особенным и собственным медленным законам эволюции. Иногда это даже выглядит забавно. Германия страна роботов, скоростных поездов, а также инноваций, где для регистрации в поликлинике вы приносите распечатку и подтверждение страховки приносит почтальон. Но есть в этом и плюсы. Отношение к документам очень серьезное, ошибки минимальные, а если вы сохранили бумагу, ваши права защищены максимально и надежно. Как ни странно, многие начинают ценить эту систему и ее устойчивость. Когда мы говорим о цифровом неравенстве в Германии, важно понимать, это явление не статичное. Страна медленно, иногда мучительно медленно, но все же движется в сторону цифровизации. И этот путь уже начал менять повседневную жизнь людей. Немецкое правительство активно инвестирует в развитие онлайн-услуг, обновляет законодательство и запускает цифровые порталы. Молодое поколение чиновников, выросшее в эпоху смартфонов, все чаще требует перемен. Даже традиционные ведомства, которые десятилетиями работали только с бумажными письмами, начинают вводить электронные формы, хотя и не всегда идеально. Но главное, меняется отношение людей. Все больше жителей Германии задают простой вопрос, почему ведущая экономика Европы до сих пор живет по правилам прошлого. Именно эта внутренняя потребность общества – мощнейший двигатель изменений. Однако до полного отказа от бумаги еще далеко. Бюрократия огромна, законы инертны, а привычки сильны. Скорее всего, ближайшие годы станут периодом смешанной системы, что-то перейдет в интернет, что-то навсегда останется на бумаге. Это процесс долгий, но неизбежно. Если вы живете в Германии или планируете переезд, вам важно быть готовым к двум мирам одновременно. Один цифровой, к которому вы уже привыкли, другой бумажный, который до сих пор держит страну в своих руках. И навигация между ними – это отдельное искусство, часть культуры и реальность современной Германии. Но есть и важный плюс: чем лучше вы понимаете местные правила, тем легче адаптироваться. И тем спокойнее воспринимаются все эти письма, печати, подписи и папки. Это не препятствие, а просто немецкая традиция, такая же, как порядок, пунктуальность и уважение к системе. Если вам было интересно заглянуть внутрь немецкой бюрократии и понять, почему бумага здесь все еще королева, обязательно подписывайтесь на мой канал. Впереди еще больше историй, наблюдений и полезных лайфхаков о жизни и культуре и психологии Германии. А главное, я рассказываю все честно, просто из личного опыта. Спасибо, что были сегодня со мной. До следующих новых видео. Пока-пока.